Всем привет! Начнем делать старый замок. И в первой части сделаем въездную башню. Добавим цилиндр. В топологии изменим x, сделаем 60, а y и z единица. Сделаем внутри полость, увеличим толщину стенок и поднимем вверх. Копируем и скроем пока. Вернемся к нашему цилиндру, утвердим его. Сделаем вид сверху. Инструмент «Выбрать маску» и лассо. Также включим симметрию и будем выбирать по 4 вот такие деления через 2. Нажмем «Снять маску» и отменим маску в нижней части цилиндра. Заходим в параметры и нажимаем на извлечение. Смотрим, чтобы здесь было «Нет». Далее вернемся к цилиндру и очистим маску. Переходим к извлеченным деталям, идем в режим соло, включаем вид сверху, эллипс и маскируем внутренние части круга. Включаем гизму и потянем немного за оранжевый кружок. Отменим, очистим маску и замаскируем все детали. Снова идем в параметры маски, здесь включаем Shell, толщина Shell 5, нажимаем на извлечение. Вот эти детали удалим и выйдем из режима соло. Берем инструмент обрезка, прямоугольник и с включенной симметрией вырезаем такие вот узкие проемы. Смотрим, чтобы в параметрах обрезки вот здесь был 0. Включаем вид спереди и добавим куб. Изменим его топологию до 0, утвердим и уменьшаем. Копируем, перемещаем деталь вниз, снова копируем и поворачиваем по Z на 90 градусов. Сделаем поуже и перемещаем вправо. Копируем, сдвигаем влево. Теперь вот эту деталь копируем. Снова копируем, опускаем сюда вниз. Копируем обе детали и вот сюда передвигаем. Теперь выберем все. Соединим. И передвинем сюда, к стене. Уменьшим. Подкорректируем, в общем, размеры. Копируем. Вверх передвигаем. Еще раз копируем и также передвигаем вверх. Выберем все 3 окошка. Включим вид сверху, ось и переместим ось в центр цилиндра. Выключим ось, копируем и повернем по Y на 90 градусов. Выберем вот эти верхние детали и скопируем. Пока скроем. Далее выберем цилиндр, вид сверху, обрезка, прямоугольник и обрежем верхнюю часть. Теперь выберем вот эти детали и тоже их обрежем.
Снова выбираем цилиндр. Инструмент «Выбрать маску» и выберем вот этот край. Теперь инвертируем маску. Включаем гизмо и тянем за синюю стрелочку влево. Очистим маску. Выберем, откроем те детали, которые мы скрывали. Выберем их и перемещаем вот сюда. Выберем цилиндр, поднимем вот так вверх. Теперь выберем обе вот эти группы деталей и сюда перемещаем. Снова выбираем цилиндр, копируем его. Передвинем вниз. Изменим диаметр, уменьшим. И вот так растягиваем вниз. Утверждаем. Вот этот цилиндр тоже можно утвердить. Выберем вместе вот эту башню, гизмо, и располагаем вот здесь. Добавим куб. Топологию куба изменим до 0 и утвердим. Вернемся назад, пока рано утверждать. Давайте сначала откорректируем его размеры. И повернем по Z на 45 градусов. Теперь утвердим. Заходим вид сверху и нажимаем ось, перемещаем ось в центр цилиндра. Выключаем ось. Здесь меняем на 60 градусов и поворачиваем, сначала копируем, потом поворачиваем по Z на 60 градусов. Снова копируем и поворачиваем. И так далее по кругу. Далее выберем цилиндр и добавим цилиндр. Повернем его по Z на 90 градусов. Уменьшим. В топологии изменим Y и Z на единицу. Здесь откроем проем, увеличим толщину стенок. И утвердим. Поменяем авто на вершины, включим симметрию и потянем за зеленую стрелочку. Вершину поменяем на авто и выключим симметрию. Передвинем сюда вниз. Копируем. Передвигаем вверх. Выберем оба окна.
Зайдем в вид сверху и переместим оси в центр цилиндра. Выключаем оси и копируем и поворачиваем по Z, по Y на 90 градусов. Теперь выбираем цилиндр, берем инструмент обрезка, прямоугольник и вырезаем проемы. Выбираем теперь вот эту деталь и также здесь вырежем. Немного только вот так развернем, чтобы не задеть вот эту стену. Теперь добавим куб. Заходим в его топологию и изменяем x и y сделаем 0, а z 73. Изменим размер куба. По толщине сделаем равно стене. По высоте тоже. И в длину примерно вот такого. Далее утверждаем. Поворачиваем по Y на 90 градусов и передвигаем сюда. Зайдем в режим соло. Вид сверху сделаем. Нет, лучше вид спереди. И берем инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. Маскируем по 4 вот этих элемента через 2. Идем на вкладку «Маски». Здесь ставим «Нет» и нажимаем на извлечение. Переходим на саму стену и очищаем там маску. Возвращаемся на вот эти детали. Замаскируем нижнюю вот эту часть, гизмо, и потянем за синюю стрелочку вверх. Далее очистим маску и замаскируем все детали. Идем на вкладку, здесь ставим Shell и толщину 2,5. Нажимаем на извлечение. Выходим из режима соло. Выберем. Так, вот эту деталь, вот эти детали удалим. Выберем эти прямоугольники и немного их пониже сделаем. Сравняем с высотой таких же элементов, которые на башне находятся. Перейдем в режим соло и вырежем проемы. И берем инструмент обрезка прямоугольник. Вот эту кнопочку выключаем. Рисуем такой вытянутый узкий прямоугольник и нажимаем на зеленую точку. Теперь перемещаем вот так и нажимаем. Сделаем такие вырезы на всех этих элементах.
Выйдем из режима соло. Выберем так, весь ряд этих прямоугольников, копируем, поворачиваем по Y и передвинем вот сюда, на эту стену. Лишнее обрежем. Выберем вот этот цилиндр, включим гизму и зайдем в вид сверху. Добавим куб, изменим его топологию до 0 и утвердим. Уменьшим, перейдем в режим соло и придадим кубу форму кирпича. Выходим из соло и добавим радиально. Увеличим количество кирпичей, перейдем вот на эту строчку и потянем за красную стрелочку. Увеличим количество кирпичей. Теперь давайте это скопируем и скроем пока. Утверждаем. Выбираем совмещение дочерних узлов. Ось и центрирование. Так. Пока скроем. Передвинем ряд вниз башни. И добавим массив. Появляется ряд по X, мы его убираем и добавляем второй ряд по Y. Размещаем вот здесь. И увеличим количество рядов. Теперь утвердим, выбираем Keep Instances, заходим сюда, открываем группу с рядами, выбираем ряды через 1. И поворачиваем по Y. Выбираем всю группу и совмещаем. Теперь откроем то, что мы копировали. И передвинем вверх. Вот заходим вот на эту строчку и откорректируем размер кирпичей. Чуть-чуть поменьше сделаем. Такие же, как вот на самой башне. Увеличим количество. И утверждаем. Нет, давайте перед тем, как утвердить, скопируем и скроем. А этот ряд утверждаем, выбираем совмещение дочерних узлов. Ось центрирования.
и передвигаем вниз. Теперь добавим массив. Этот ряд разместим вот здесь. И увеличим количество рядов. Теперь утверждаем Keep Instances. Заходим сюда, выбираем ряды через один и поворачиваем. Заходим на вкладку с объектами и выбираем то, что мы копировали. Перемещаем это вот к этой башне. И располагаем по центру. Перемещаем вниз. И утверждаем. Выбираем совмещение дочерних узлов. Давайте вернемся назад и выберем Keep Instances. Для того, чтобы нам удалить лишние кирпичи. Мы их выбираем поштучно и удаляем. Теперь инструментом выбрать выберем вот эти все и удалим. Выберем наш ряд. Можно их совместить, все эти кирпичи, и добавим массив. Верхний ряд, который у нас образовался, перемещаем вот сюда, над окошком, и увеличим количество рядов. Утвердим и выберем ряды через один. Включим вид сверху, ось, и переместим оси в центр цилиндра. Выключаем ось и повернем по Y. Далее переходим вот сюда, к этой группе кирпичей, выбираем этот ряд и нажимаем на 3 точки «Отделить». Нам нужен вот этот один кирпич. Мы его копируем и вытаскиваем из группы. Перемещаем сюда, в правый нижний угол. И добавляем массив. Второй кирпич вот здесь располагаем. И увеличиваем количество кирпичей. Утверждаем, выбираем совмещение дочерних узлов. Добавляем массив. Верхний ряд располагаем вот здесь.
и увеличиваем количество рядов. Утверждаем Keep Instances. Выбираем ряды через один. И передвигаем за красную стрелочку. Вот эту всю группу кирпичей нажимаем «Совместить». Выбираем сначала, потом нажимаем «Совместить». Копируем. Поворачиваем по Y на 90 градусов. И передвигаем вот сюда, к этой стене. Теперь берем инструмент обрезка, прямоугольник и обрезаем лишнее. Теперь давайте выберем вот эти кирпичи, эту группу, совместим, берем инструмент обрезка и вырежем кирпичи, которые попадают в проемы оконные. Перейдем сюда, выбираем вот эти кирпичи и также вырезаем проемы. Сделаем башню повыше. Выберем кирпичи, скроем их пока и скроем цилиндр. Теперь выберем вот эти все детали и поднимем вверх. Откроем кирпичи, копируем, перемещаем вверх, берем инструмент обрезка и обрежем ту часть, которая содержит вырезы для окон. Оставшуюся часть перемещаем вниз. Совместим кирпичи и откроем цилиндр. Выберем его, замаскируем нижнюю часть и потянем вверх за зеленую стрелочку. Теперь выберем снова вот эту всю конструкцию и сдвигаем вниз. Очистим маску. Выберем всю правую часть и добавим группу. Выберем стену и пока ее скроем. Выберем башню и добавим группу. Выберем все элементы группы и копируем. Откроем все, что было скрыто, и переместим скопированную башню вот сюда. Повернем башню по Y на 90 градусов. Теперь выберем вот эту группу, копируем и совместим. Далее заходим сюда и нажимаем «Перевернуть объект».
сдвигаем вот сюда. Добавим куб. Уменьшим топологию до нуля. Перенесем его вот сюда. Копируем и пока скроем. Утверждаем. И добавим цилиндр. Повернем по X на 90 градусов. И в топологии сделаем Y и Z единицы. Копируем и скроем. Здесь откроем внутри проем. Стенки сделаем немного потолще. И утвердим. Далее поменяем авто на вершины и включим симметрию. Потянем за красную стрелочку. Вернем на место ось, центрирование и повернем по Z. Включим инструмент обрезка и обрежем нижнюю часть. Копируем. И вот сюда передвинем. Теперь выберем вот этот куб, инструмент обрезка и вырежем проем. С обратной стороны выбираем стену и вырезаем в ней проем. Выберем кирпичи, копируем. И передвигаем вот сюда. Вырежем в них отверстия. Здесь снова выберем кирпичи, копируем и вырезаем проем. Далее откроем деталь, которая у нас была скрыта. Вот этот цилиндр. Выбираем. Передвинем сюда. Уменьшаем. Сделаем внутри. Так, нет, не надо. Утверждаем. Здесь вершина, симметрия. И потянем за красную стрелочку. Центрирование. И повернем по Z.
обрежем нижнюю часть и разделим дверь на две части. Выберем правую часть и добавим тор. Повернем по Z, по Y, уменьшим. Топологию тоже уменьшим. И Y, и X сделаем меньше. Утвердим. Копируем и перемещаем сюда. Теперь выберем дверь и тор одновременно. Переместим ось вот сюда и повернем по Y. При открывании дверь немножко накладывается, поэтому давайте ее сделаем так. Теперь выберем вот эту дверь, тор. Переместим ось влево и повернем. Выберем куб, который мы скрыли, и сделаем из него брус. Утвердим. Передвинем вот сюда. И добавим массив. Увеличим количество деталей и утвердим. Выберем совмещение дочерних узлов. Копируем и повернем. Так, сначала давайте центрируем ось. Копируем и повернем по Z с привязкой на 90 градусов. Далее выберем арку и добавим цилиндр. Изменим топологию, сделаем x4, y0 на единицу. Увеличим. Сделаем полость внутри. Повернем по Z. Копируем. И скопированную деталь уменьшим. И уберем внутреннее вот это пространство.
утвердим, включим ось и передвинем ее вот сюда. Повернем по иксу на 90 градусов. Так. Сделаем потоньше. И теперь повернем. Выберем рамку, копируем ее. И уменьшим. Переместим сюда. Утвердим. Копируем и переместим вправо. Выберем рамку и утвердим ее. Вырежем проемы. Сначала в стене, потом вырежем кирпичи, которые здесь виднеются в этом проеме. И выберем вот этот элемент, добавим тор. Повернем по Y. Уменьшим. Зайдем в топологию и уменьшим тоже. Далее копируем. Скроем пока. Здесь изменим угол. И утвердим. Копируем. Перемещаем. Теперь откроем тор, который мы скрыли. Повернем его по Y. Приподнимем. Сделаем поворот по X. Теперь выберем его и вот эту деталь вместе. И перейдем в соло. Выберем инструмент трубка и нарисуем канат. Уменьшим толщину. Передвинем. Уберем вот эту точку. И уменьшим топологию. Выйдем из режима соло. Утвердим. Копируем. Перемещаем. Выберем вот этот тор, утвердим его, скопируем и передвинем сюда.
Теперь выберем вот эти зубчики, копируем и передвинем. Берем инструмент обрезка и обрезаем лишнее. Выберем вот эту деталь и добавим цилиндр. Повернем по Z, уменьшим. Изменим топологию. Y и Z сделаем единицы. Копируем его и скроем пока. Этот цилиндр утверждаем, включаем вершины и симметрию. И потянем вверх за зеленую стрелочку. Поменяем на авто и выключим симметрию. Передвинем деталь вот сюда. Копируем и смещаем вправо. Теперь откроем цилиндр, который мы скопировали. Растянем в сторону. Поднимем вот сюда. Немного уменьшим. Копируем. Повернем по Y. Изменим размер. И немного повернем по X. Утвердим. Копируем. И переместим сюда. Вот эту деталь тоже утвердим. И добавим тор. Уменьшим его. Уменьшим топологию. Утвердим. Передвинем сюда. Копируем несколько раз. Можно немножко изменять размер. Теперь выберем центральный и перейдем в соло. Здесь берем инструмент трубка, кривые, и нарисуем канат. Передвинем его вот сюда. Добавим точки для редактирования и расположим по тору. Откроем топологию и уменьшим. Утвердим. Выйдем из соло и объединим все детали веревки. Далее копируем.
и передвигаем вот сюда. Теперь давайте выберем вот этот элемент, потом рамку и арку. Совместим их. Теперь выберем вал и пока скроем. Выбираем вот эти детали, которые совместили, и вырежем проем. И откроем вал. Замаскируем нижнюю часть и приподнимем. Очистим маску. Теперь выберем весь вот этот подъемный механизм. И немного поднимем вверх. Далее выберем двери, копируем. И передвинем сюда. Теперь откроем куб, который мы копировали и скрыли. Сделаем из него брус. И переместим вот сюда. Утвердим. Ось перенесем вот сюда. Пальцем нажмем на торец, но должна быть включена вот эта вот кнопка обычная. Выключаем ось, копируем и поворачиваем по X на 90 градусов. Снова копируем, поднимаем и поворачиваем по X, без привязки к углу поворота. И размещаем вот здесь. Далее заходим вид сверху и тянем за зеленую точку, так, чтобы вершина оказалась в центре вот этого цилиндра. Далее выбираем все три детали и совмещаем их. Перенесем оси в центр цилиндра. Копируем и повернем по Y на 45 градусов. Еще раз копируем и поворачиваем. Добавим массив. Передвинем эту деталь ближе к башне и добавим еще две детали. Утвердим. Совмещение дочерних узлов, да. Теперь копируем. Сначала включим ось и центрируем. Теперь копируем, повернем по Y. И передвинем вот сюда к этой стене.
Выберем правую деталь, обрежем. Копируем, повернем по Y и переместим вот сюда, к этой стене. Правую деталь обрежем. Выберем все бруски вместе и совместим. Копируем. Заходим на вкладку «Симметрия» и нажимаем «Перевернуть объект». X поменяем на Z и перевернем. Передвинем сюда. У нас две детали вот здесь получились совмещенными. Давайте одну обрежем. Теперь выберем обе группы деталей и совместим. Добавим куб. Уменьшим топологию до 0 и сделаем перекрытие. Утвердим. Берем инструмент трубка, путь и рисуем по контуру здания. Когда все готово, нажмем на зеленую точку и выберем вот здесь «Закрыть». Совместим эти две точки. Уменьшим диаметр. Еще немного подкорректируем положение. И нажмем на профиль. Изменим толщину. И поднимем вот сюда повыше. Уберем вот эти уголочки. Добавим вот здесь точки. И вот эту передвинем вот сюда. И здесь то же самое сделаем. Откроем топологию. Уменьшим Y. И X уменьшаем до минимума. И утверждаем. Теперь выберем вот эти детали и добавим конус. Поднимем.
и увеличим диаметр круга. Изменим топологию. Y сделаем единица, и Z тоже единица, а X примерно 30. Утвердим, обрежем нижнюю плоскость, обрезаем с выключенной кнопкой Boolean. И берем инструмент «Выбрать маску», маскируем конус. Далее в параметрах Shell толщину выбираем минус 0,5. Здесь включаем Shell и нажимаем на извлечение. Маску удаляем, вот эту деталь. Копируем и перемещаем сюда вправо. Далее выбираем группу балок, берем инструмент «Выбрать маску» и замаскируем вот у этой балки верхнюю грань. Вот здесь снимем лишнее. Заходим в параметры маски, в извлечении ставим «Нет» и нажмем на извлечение. Выберем эти балки и очистим маску. Далее выберем извлеченную деталь. Вот она. Включаем гизму и тянем за синий кружочек. Опустим немного. Замаскируем. Толщину укажем 0,1. Shell и нажимаем на извлечение. Давайте вернемся назад. Поменяем толщину на 0,2. Минус 0,2. Вот эту деталь удалим. Копируем. X меняем на Z и нажимаем «Повернуть объект». Ось центрирования. И передвигаем сюда. Копируем. Повернем по Y. Разместим вот здесь. И потянем за красный кружочек. Копируем. Заходим на вкладку «Симметрия» и нажимаем «Перевернуть объект». Центрируем оси и стыкаем сюда. Уменьшим за красный кружок. Выберем вот это перекрытие и добавим цилиндр. В топологии сделаем x равным 3, y единица. Повернем по z. Увеличим, приподнимем. Откорректируем размеры.
Выберем одновременно с перекрытием и перейдем в соло, посмотрим здесь. Все нормально. Далее выбираем вот этот бывший цилиндр и утверждаем. Теперь копируем. Оригинал пока скроем. С выключенной кнопкой Boolean обрежем нижнюю часть и боковые. Замаскируем. Shell сделаем 0,5 и нажимаем на извлечение. Так, 0,5 маловато, давайте сделаем единица и извлекаем. Вот эту удаляем. Замаскируем вот эту точку, инвертируем и потянем за зеленую стрелочку. Выйдем из режима соло. Очистим маску. Включим оригинальную деталь крыши. Верхнюю часть, так, в стороны, немножко потянем. Перейдем в соло и выберем с помощью маски одну грань. Shell сделаем нет и нажимаем на извлечение. Выберем основную деталь и очистим маску. Теперь возьмем деталь, которую мы извлекли. Заходим в мультиразрешение, ставим здесь галочку и нажмем на подразделение. Теперь берем инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. Включаем симметрию по Y и выделяем и маскируем вертикальные полоски через одну. Включим гизму, ось и повернем ось так, чтобы стрелочка была вдоль плоскости. Выключим ось и потянем за синюю стрелочку. Очистим маску. Включим мультиразрешение. Нажмем на подразделение один раз с включенной вот здесь галочкой. Теперь выключим ее и еще нажмем на подразделение 2 раза. Я упрощу сетку, чтобы уменьшить количество полигонов. Заходим сюда и нажимаем «Упростить». Снова давайте повернем ось. Так, чтобы стрелочка была вдоль детали. И немножко растянем длину. Маскируем. Толщину Shell делаем плюс 0,2 и нажимаем на извлечение. Вот эту деталь удаляем и откроем крышу. Снова поменяем ось, повернем ее вдоль детали и поднимем шифер.
Копируем эту деталь. Заходим на эту вкладку, здесь Y поменяем на Z и нажмем «Повернуть объект». Выйдем из режима соло. Теперь сделаем на вот этих башнях флаги. Выбираем вот эту деталь и добавим куб. Изменим топологию до 0. Сделаем брус. Утвердим и добавим плоскость. Повернем ее по X на 90 градусов и уменьшим. Перейдем в режим соло. В топологии изменим X и Y, сделаем 2. И утвердим. Теперь выберем две вертикальные вот эти полоски, инвертируем и передвинем их влево. Очистим маску, выберем две вот эти точки, инвертируем и соединим их друг с другом. Выберем вот эти две и потянем за синюю точку. Теперь вот эти. И также за синюю точку потянем. Теперь выберем вот этот треугольник. Здесь нажмем «Разделить» и удалим эту деталь. Теперь выберем вот этот четырехугольник, также «Разделить» и удалим его. Заходим в мультиразрешение, ставим галочку и нажмем 2 раза на подразделение. Выберем две вот эти вот линии и немножко их вот так друг от друга растянем. Теперь выберем вот эту линию и вот эту. Инвертируем и потянем за зеленую стрелочку. Очистим маску. Заходим в мультиразрешение, убираем здесь галочку и нажмем 2-3 раза на подразделение. Выбираем, маскируем весь флажок. Shell делаем плюс 0,3 и нажимаем на извлечение. Вот эту деталь удаляем и выходим из режима соло. Брус вот этот немножко потоньше сделаем. Теперь выберем обе детали, копируем их и перемещаем на вторую башню. Давайте поменяем вот эти канаты. Выбираем вот эту деталь, копируем, нажимаем на 3 точки и отделить. Здесь выберем, вот эту скроем. Вот, давайте вот по очереди вот эту удалим, вот этот хвостик и вот эту деталь. Остальные все выбираем и совместим. Перемещаем сюда, уменьшим. Еще уменьшим. И спереди растянем за красную точку. Возьмем инструмент трубка, путь. И нарисуем линию. Нажимаем на зеленую точку. Уменьшим радиус.
И давайте старые канаты удалим. Этот новый канат сделаем по центру узлов. Далее здесь продлим повыше. Добавим еще одну точку и вот так повернем. Зайдем в топологию и изменим y до минимума и x примерно около 20. Утверждаем. Копируем. И передвигаем вот сюда. Сначала давайте выберем обе этих детали, совместим их, потом копируем и передвигаем. Сделаем подставку. Выберем вот это перекрытие, копируем его, перемещаем вниз, увеличим. Вот въездные ворота готовы.